Егор Лаврентьев не любил громких слов и великих планов. В свои 40 с небольшим он ценил предсказуемость, скрип половиц на старом хуторе, запах крепкого чая с чабрецом и вечернюю прогулку. Его хутор стоял на отшибе, там, где река Сухая Балка делала крутую петлю, прежде чем затеряться в бескрайних степных просторах. Название реки было обманчивым. Летом она и впрямь пересыхала до тонкого ручейка, но низина вокруг оставалась коварной. Заросшие камышом топи, скрытые под слоем ряски окна и старые дренажные канавы, оставшиеся еще со времен советского мелиоративного пафоса. В тот вечер, 6 марта, весна уже чувствовалась в воздухе, хотя земля еще хранила зимний холод. Сумерки, время которое Егор называл «часом теней», медленно наползали на степь, окрашивая небо в цвета переспелой сливы. Он шел по знакомой тропе, привычно отмечая изменения в окружении. Здесь лед на луже просел, тут примята трава, видать, кабаны проходили к водопою. Он не искал приключений. Он искал тишины, чтобы унять гул в голове после тяжелого дня починки трактора. Но тишина в этот раз была нарушена. Сначала он услышал не звук, а скорее почувствовал движение, какой-то сбой в привычном ритме засыпающей низины. В 50 метрах от тропы, у самого края старой дренажной канавы, виднелось нечто темное. «Опять мешки с мусором накидали, ироды!» — проворчал Егор себе под нос, ускоряя шаг. Он терпеть не мог, когда заезжие городские превращали окраины Балки в свалку. Но чем ближе он подходил, тем яснее становилось. Это не мешок. Тень была живой. Она вздрагивала. Земля вокруг нее была взрыта, будто здесь шел невидимый бой. Егор остановился в 10 шагах. Сердце, до этого мерно стучавшее в такт шагам, вдруг пропустило удар. Из спутанной, потемневшей от грязи травы поднялась голова. Тонкая, изящная, с широко расставленными ноздрями и огромными, полными первобытного ужаса глазами. Это была дикая кобыла, гнедая, с гривой, напоминающей клочья тумана. Она лежала в неестественной позе, а ее задняя нога уходила куда-то вниз, в бетонную пасть старого коллектора. «Тише, девка, тише». Голос Егора прозвучал хрипло. Он знал, испуганная лошадь — это центнер мышц, способных раздавить человека одним случайным ударом копыта. Но кобыла не билась. Она была измождена. Тяжелые бока вздымались рывками, на губах запеклась розовая пена. Похоже, она провела здесь не 1 час, пытаясь вырваться из капкана, который устроили ей люди десятилетия назад. Егор медленно опустился на корточки. Он вспомнил, как в детстве дед учил его обращаться с конями. Лошадь видит не глазами, Егорка, она видит твоим спокойствием. Он заговорил. Просто рассказывал ей о том, что сегодня на ужин, о том, что скоро пойдет дождь, о том, какая она красивая и глупая, что забрела в эти топи. Кобыла слушала. Ее ухо чуть дрогнуло в его сторону. Настороженность в глазах сменилась тусклой надеждой. Животное, веками бежавшее от человека, в минуту абсолютного бессилия приняло его присутствие. Осмотр показал, задняя левая нога провалилась в щель между 2 бетонными плитами, которые разошлись от времени. Копыто заклинило внизу, в мягком иле и арматуре. «Жива будем», — выдохнул Егор.
Только подожди меня. Не уходи никуда, слышишь?» Он усмехнулся своей нелепой шутке и почти бегом бросился к пикапу, оставленному у начала тропы. Через 10 минут он вернулся. В руках складная лопата, лом, фонарь и старое шерстяное одеяло, пахнущее пылью и домом. Работать пришлось в темноте, зажав фонарик в зубах. Егор понимал, если он начнет просто тянуть, он сломает ей сустав. Нужно было расширить промоину. Он вгрызался лопатой в липкую жирную глину сухой балки. Земля не хотела отдавать добычу, она чавкала и засасывала инструмент. «Терпи, родная, терпи!» — бормотал он, чувствуя, как пот заливает глаза, несмотря на вечернюю прохладу. Кобыла вела себя удивительно смирно. Лишь когда лом со скрежетом коснулся бетона, она вздрогнула и попыталась дернуться. Егор тут же бросил инструмент и прижал ладонь к ее шее. Шерсть была холодной и влажной. Он почувствовал, как под кожей мелко дрожат мышцы. Он свернул одеяло плотным валиком и, рискуя пальцами, подпихнул его под коленный сустав, чтобы создать рычаг и смягчить давление плит. Каждый миллиметр давался с боем. Острый край бетонной плиты распорол ему рукав куртки и прошелся по предплечью, но Егор даже не заметил боли. Кровь смешивалась с грязью, создавая на его руках странный узор. Наконец, когда луна уже поднялась над камышами, Егор почувствовал, зазор увеличился. «Давай, милая, сейчас!» Он уперся ногами в край плиты и, собрав все силы, потянул кобылу за корпус, одновременно подталкивая зажатую ногу. Раздался странный звук, то ли всхлип земли, то ли хруст. Кобыла коротко, по-человечески вскрикнула, и чудо! Ее нога, грязная, ободранная, но целая, выскользнула из капкана. Они лежали рядом на примятой траве несколько минут. Человек и лошадь. Оба тяжело дышали. Оба были выжаты до предела. Егор чувствовал, как от его рук исходит пар. Первой поднялась она. Сначала неуверенно встала на передние ноги, потом, качнувшись, выпрямила задние. Она стояла, пошатываясь на ветру, словно новорожденный жеребенок. Прошлась кругом, проверяя, слушается ли ее тело. Чуть прихрамывала, но кость была цела, лишь сильный ушиб. Егор поднялся следом, вытирая руки о штаны. Он не пытался подойти к ней, не пытался погладить на прощание. Он знал правила этого мира. Кобыла остановилась в 3 шагах. В свете фонаря, упавшего на землю, ее глаза блеснули глубоким янтарем. Она смотрела на Егора долго, почти осознанно. В этом взгляде не было благодарности в человеческом понимании, но было нечто большее — признание равного. Затем она развернулась и пошла. Сначала медленно, бережно ставя поврежденную ногу, а затем все увереннее и увереннее, пока не скрылась в черной стене леса на горизонте. Егор стоял один у края канавы. Только сейчас он почувствовал, как ноют мышцы и как саднит глубокая царапина на руке. Он посмотрел на свои ладони, в грязи, крови и клочках гнедой шерсти. И вдруг, совершенно неожиданно для самого себя, он почувствовал, как по лицу текут слезы. Это не была слабость, это было очищение. Все те мелкие обиды, городская суета, которую он привез с собой на хутор, чувство ненужности, все это вдруг показалось таким мелким,
по сравнению с этим моментом. В тот вечер Егор Лаврентьев не просто вытащил лошадь из ямы. Он вытащил самого себя из липкой тины повседневного безразличия. Он возвращался домой, а над сухой балкой сияли звезды, яркие и холодные. И где-то там, в темноте степи, стучали по твердой земле 4 копыта. Ритм жизни продолжался.